Всем привет! И сегодня мы будем с вами готовить один из самых знаменитых корейских салатов из прошлого. Мы будем сегодня готовить фунчозу, но не такую, которую вы сейчас видите на экране с крахмальной черной лапшой. Нет, это у нас будет обычная, как мы раньше готовили в детстве. Для этого нам понадобится, собственно, крахмальная лапша. Можно приготовить из рисовой лапши. У меня сегодня рисовая лапша, тоненькая. Она есть широкая, но мы взяли тоненькую. Вот такая тоненькая у меня. 400 грамм лапши, 300 грамм мяса, где-то 60 миллилитров, 65 миллилитров растительного масла, специи, такие как паприка, это не острый салат, паприка, молотый кориандр и черный перец, соль, буквально 2 зубчика чеснока, туда много не идет, и овощи, да, огурец, средняя морковь, болгарский перец, я взяла 2 видов, просто для красоты, если у вас только один вид, не страшно, зеленый лук и зелень, кинза, вот у меня свежая кинза. Для начала поставим воду кипятиться, чтобы отварить лапшу. Мою лапшу надо отварить, вы смотрите, какую лапшу вы покупаете, иногда есть лапша, которую просто нужно заваривать. Пока вода закипает, нарежем мясо. У меня отдельная доска для мяса и отдельный нож для сырого мяса. Вот эти все пленочки нам надо срезать, потому что они будут жестковатые при жарке. Срезаем всю пленку и нарезаем мясо. Я помню, раньше мы готовили этот салат на дни рождения, на какие-то мероприятия, на праздники, на Новый год. Нарезаем пластами сначала все мясо. Затем нарезаем соломкой. Должны получиться вот такие небольшие брусочки. Такие прям тоненькие. И они еще обжарятся и будут еще тоньше. Ну вот, мясо я нарезала. Теперь надо его обжарить. Добавляем растительное масло. И добавляем мясо. В принципе, мясо жарится недолго, особенно если у вас мягкая часть, то минут 10-15 достаточно. Мясо почти готово, и когда мясной сок уже весь испарится, я делаю так всегда. Заливаю холодной водой, ставлю маленький огонь, прям уменьшаю почти до минимума, закрываю крышкой и оставляю тушиться, чтобы мясо было такое прям мягкое-мягкое. После воды и уменьшения огня я доливаю буквально здесь чуть-чуть, наливаю соевого соуса, если 1 столовая ложечка, не больше. Закрываю и оставляю так тушиться буквально на минут 5-7, чтобы мясо и пропиталось, и оно будет такое мягкое, и соевый соус даст такой приятный аромат мясу. Ну все, мясо у меня готово, пока отложу его в сторонку и займусь лапшой. Вода закипела. Займемся лапшой и остальными ингредиентами. Отпускаю в воду и перемешиваем. Надо все хорошо размешать, чтобы лапша не слиплась. Пока лапша будет вариться, подготовлю овощи. Морковь надо будет нарезать тонкой соломкой. Нарезала такими тонкими пластами. Можно натереть на терке. Просто не стала пачкать терку из-за половинки моркови. Отлично. Нарезаем соломкой. Тонкой соломкой морковку нарезала, теперь приступаем к болгарскому перцу. Мы не будем брать весь перец, потому что это будет слишком много, а по половинке. Можно взять одного цвета, не обязательно брать 2 цветов. И также тонкой соломкой нарезаем. Лапша готова. Это уже просто холодная вода. Перекладываем лапшу сюда. Переложили, хорошо промываем в холодной воде и через дуршлаг сцеживаем воду. Лапшу промыли, пока вода стекает, мы займемся овощами. Сковорода нагрелась, немного растительного масла. Растительное масло можно оставить от мяса. Я просто совсем забыла и
добавила все. Нам нужно буквально, не знаю, минуты 3-4, чтобы припустить морковь и болгарский перец. Пока овощи будут поджариваться, подготовим следующие ингредиенты. Это огурец. Отрезаем. Одну часть я не отрезаю с конца, потому что весь огурец нам не нужен будет, он огромный. И также делаем соломку. Нарезаем соломкой. Не забываем про овощи. А теперь нам нужен лук. Но нам нужен не весь лук, а нам нужны только вот эти вот зеленые стебли. Так как у меня довольно крупный лук, я хочу нарезать его. Сейчас я вам покажу. Так, мы нарезаем вот так вот под углом. И вот эту часть, потому что у меня довольно крупный, я еще разрежу пополам, чтобы это было помельче. А эту часть оставляю. Если вы найдете мелкий лук, то отлично, вообще ничего не надо. Отрезать, мучиться, быстро нарезать и готово. Не забываем про наши овощи, чтобы они не подгорели. Они уже почти готовы. Все, лук готов. Овощи я выключила, они готовы. Осталось совсем немного. Подготовим зелень. Я зелень тоже люблю нарезать крупно на этот салат. Такими прям. Чесночок измельчаем. Мелко-мелко. Ну все, мы почти закончили, осталось буквально немножечко. И то, что я всегда делаю с лапшой на этот салат, я его переворачиваю и затем разрезаю. Потому что лапша длинная, и чтобы она не тянулась бесконечно, я ее всегда разрезаю. Все, разрезали. Теперь все объединяем. Сначала лапшу, овощи, зелень, чеснок, вообще все, что мы до этого готовили. Овощи. Мясо, которое долго томилось. Специи. Можно специи до этого положить тоже в мясо, в горячее, но я не люблю. Я люблю почему-то, чтобы именно в этом салате было так. И соль. 1 чайная ложка, думаю, будет маловато. Соль всегда по вкусу. Кладите столько, сколько вам нравится. Кто-то любит, чтобы было посолонее, кто-то любит малосольное. Поэтому это зависит от вашего вкуса. Ну и перемешиваем. Это любимый салат моих детей. Этот салат мы всегда готовим по-разному. Можно не добавлять мясо, добавить яичные блины, нарезанные соломкой. Можно не добавлять ни мясо, ни яичные блины, просто с овощами. Можно добавить грибы. Вариантов заправить этот салат очень много. Можно... Я даже пробовала один раз как-то с уксусом. Это было тоже вкусно. Посмотрите, просто какая-то красота и вкуснота. Это просто обалденно. Этот салат можно кушать просто как основное блюдо. Ваши гости точно будут довольны. Итак, пробуем. Это обалденно вкусно. Остановиться невозможно. Обязательно готовьте, это очень вкусно. Радуйте своих родных, любимых, близких. Подписывайтесь обязательно, и я буду еще готовить очень много вкусных рецептов.